Всем привет! Это опять мы, начинающие минималисты из Германии, вместе с котом. Сегодня тема нашего разговора будет про гардероб и про ошибки базового гардероба в нем. Я сегодня тут покопалась, расскажу вам за 2 месяца, что произошло у меня. И будет очень интересно, в конце покажу вам свое серое платье, которое я решила все-таки по-другому стилизовать. А посередине немножко расскажу про себя. Будем болтать. Итак, что произошло с моим базовым гардеробом? Сейчас вам покажу сначала то, что я абсолютно 3 или 4 ошибки, которые я абсолютно не носила, и советую вам сразу над этим подумать, когда начинаете составлять свой, вообще, если вы начинаете его составлять, свой базовый гардероб. Итак, начнем с первой ошибкой. Самая первая основная ошибка, которую я совершила, это я решила сделать только такое что-то светло-серое, черное, скажем так. Мои ведущие цвета, чтобы вы знали, это черный и серый, вовсе не белый. Откуда я знаю свои ведущие цвета? Могу вам объяснить. Когда-то я брала консультацию стилиста, и он мне объяснил, что мои ведущие цвета по кибе это черный и серый. Но я тут почему-то решила, что раз базовый гардероб должен быть какой-то такой, все такое, чтобы хорошо смешивалось, туда должен попасть белый. Это первая ошибка. И за счет этого в моем гардеробе базовом было, я вам просто вот покажу сейчас, в моем базовом гардеробе, вот мой котофей тут присматривает, всем привет. А в моем газовом гардеробе оказалось слишком много. Я сейчас вам прям покажу, сколько их. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И это не считая, это вот, сегодня немножко надо тут, конечно, перенести. Вот 6 белых маек. Это не считая того, что у меня есть еще майки, которые просто 4 штуки. Вы понимаете, из этих 6 маек я одевала, наверное, только 2 раза вообще вот эту вот обыкновенную белую майку и одну вот эту вот дома. Это все. Это значит, что когда я составляла этот гардероб, я абсолютно не подумала над тем, что я буду носить. И это вообще не мое. Вторая ошибка, которую я совершила, это я не учла климат. Никто же не знал, что у нас будет такое жаркое лето. И по сути... Я вам вот сейчас покажу. По сути, вот здесь лежат джинсы белые и обычные джинсы. У меня есть еще штаны одни. Вы их видели, синенькие такие обычные, базовые. Я их одевала только 1 раз. Джинсы я не одевала ни одного раза. То есть, получается, они у меня полежали. Хотя они в моем базовом гардеробе уже сколько? Почти 2 месяца. Я их ни одного раза не одела, потому что у нас сейчас больше 30 градусов жара. И мне пришлось, это вторая... Мне пришлось просто пересмотреть, потому что мне просто нечего было носить. Я по факту ходила только в шортах и в майках. В шортах и в майках. Одно и то же у меня было. Вот. Потом я поняла, что мне надо как-то приступить к платьям. И вы увидели вот эти все мои платьюшки. Я там перекопала кое-что. И вот добавила вот это синее платье. Вы его видели. Полосатое платье, которое, в принципе, есть платье. Вот это вот я одно платье носила на работу. Это из плюсов, потому что хотя бы есть платье, можно передумать. Ну вот белое, я вам просто советую подумать, нужно ли вам столько белого вообще, в принципе. Итак, и еще одна история. Третья ошибка. Третья ошибка очень простая. Я поняла тоже, после того, как я не носила это белое все, длинные майки, что мне не хватает практически света в моем гардеробе. Света, немножко каких-то ярких акцентов. Поэтому вот я напяливаю вот это, когда с вами разговариваю. Потом вот я люблю вот такие вот... Вы видели эту маечку. Все надавали мне комплиментов, когда у меня был лайвстрим. Потом я люблю, конечно же, вот это голубое такое вот. Но эту рубашку я еще ношу. И я поняла, что мне не хватает вообще, в принципе, цвета в моем гардеробе. Получается, что базу, которую вы составляете, вы должны, конечно, составлять с расчетом того, какой любимый у вас все-таки цвет и что вы любите носить. Я это совершенно не учла. Значит, это третья ошибка. Слишком много белого, слишком много теплого, не по сезону. И третье было, что я не учла, что я так не бело, а черный, скажем так, базовый гардероб у меня, а немножко такой у него должен быть какой-то, ну, такое что-то, такая какая-то изюминка должна быть. Вот учитывайте вашу изюминку, когда вы составляете гардероб. Сейчас я должна еще сосредоточиться, еще было что-то четвертое.
Из минусов. Моя самая основная ошибка, что получилось так, что я, конечно, составила, помните, на мою 50-55 лет историю гардероб. И я была рада, что у меня сейчас из плюсов то, что мне очень легко собираться на работу. Я очень быстро нахожу все эти аутфиты. Ну, как-то все гармонирует вроде как бы между собой. Это из плюсов, но у меня есть большая проблема в том, что у меня помимо этого базового гардероба есть еще кусок шкафа, который вот тут вот, знаете, как это сказать, у всех есть там скелеты в шкафу. Так вот этот мой скелет, получается, что если я составила свой базовый гардероб, я абсолютно не знаю, что делать теперь вот с этими остатками вещей. Продать в Германии их практически невозможно, чтобы вы понимали. Раздарить, конечно, это опцион. Вот, но вдруг там по факту есть очень хорошие вещи, вдруг мне это еще понадобится, понимаете, какое дело? И тут я еще не знаю, что с этим делать. Здесь, конечно, часть есть такого гардероба, который я ношу только в отпуске, ну, там всякие такие топики, такие какие-то очень яркие майки, которые там на пляже носишь, например, условно, я на работу не могу. Вот собрался. Вот, тут я еще, ладно, тут можно составить какой-то, в принципе, гардероб, который я могу носить на, ну, как сказать, в отпуске, да, вот, по факту, но, давай скажем привет, но по факту, получается, у меня очень много вещей, которые он хотел в шкаф, я вообще не могу носить и не знаю, что, куда, если у меня базовый гардероб. Подскажите мне в видео, что мне с этим делать? Кто уже составлял базовый гардероб, что мне делать с остатками, проверщик пошел, с остатками вот этого всего, что я себе... Понятно, у меня есть там как бы еще гардероб на... Нет, котика нет. Гардероб на осенне-зимний, там кое-что, конечно, из теплого, да, но основная часть у меня есть еще и летнего, с которым я вообще не знаю, что делать. Дайте... Нет, в том шкафу тебе нечего делать. Сейчас мне его надо вытащить, одну секундочку. Иначе произойдет там много неприятных вещей. Он мне там рвет все, потом все там в затяжках. Нет, туда тебе нельзя. Итак, сейчас еще покажу вам одну классную штуку. Обещала еще свое серое платье оставать, покажу, что я там придумала. И я вам покажу, что из этого я еще вообще не носила. Вот смотрите, у меня есть 2 жилетки, у меня есть вот такая кофточка. Один раз, наверное, как-то одела. Нет, котика, не надо тебе сюда. Вот, и вот это все, 1, 2, 3. Вот этих 2-3 платья я тоже не носила. Кстати, из плюсов подсвечу вам. Когда начала надевать эти все, готовиться к базовому гардеробу, начала надевать все, я наконец-то увидела то, что мне абсолютно не идет. И я решила это просто немножко носить дома. Ну, например, вот это платье, оно, конечно, такое просто легкое, домашнее, я его могу дома носить. Ну, куда его как бы? Так оно как-то никак оно мне. Вот я очень сильно еще бывает потею тут. Вот, поэтому вот это вот подсветилось из плюсов. Но вот это вот что из-за жаркого лета получилось что? Что у меня просто, кроме шорт и маек, нечего было так сильно носить. Ну, хорошо, что выцепила свои платья, штучек 4-3, и которые я так вот просто не снимая, можно сказать, носила и на работу, и жарко. Дома я ношу эти все старые платья, которые я вам показывала, вы уже в лимонах видели, и что там у меня еще есть. У меня там много есть платьев, которые я ношу дома. Вот, я так решила, как домашнюю одежду, вот это хотя бы донашивать. Но у меня есть еще куча другой одежды, которую я не знаю, что с этим делать. Девочки, мальчики, скажите мне, что мне с этим делать, когда составляете базовый гардероб? Попытаться их там как-то внедрять, чтобы поярче было это все. Попытаться это, например, как-то пересмотреть белое, выкинуть, добавить этих. Вот это единственное, что я себе представляю. Ну, вот так вот. Короче, мы тут сидим с котом и задумались над этим делом. Вот, видите? И сейчас я сижу и думаю. Вот. Ну, а так, в принципе, на сегодня это все. Я про базовые ошибки говорила, про базовый гардероб говорила. И хочу с вами просто болтать. Дайте мне знать в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Всем пока. Кто не подписывается, сейчас самое время на нас подписаться, красивых. Ну что, обещала вам еще показалось свое платье. У нем нарисовалась еще одна проблема. В нем можно сходить или без белья, или какое-то надо специальное белье. Но у меня есть такое специальное. Я пока одела черное. Вот. И, значит, смотрите, что я присмотрела к нему. Вот такой ремешок. Ремешок.
Он так интересно смотрится. И так интересно застегивается. Гляньте. Можно вот так на бок. Тогда можно вот это убрать, в принципе. Вот. Конечно же, можно оставить так. Вот. Но мне кажется, оно мне все-таки длинное. И я, как кто-то выразился, в нем такая какая-то и ремешок, он, конечно, энтвида, его надо под грудь. Вот так. Вот, кстати, может быть и так. Оно тогда становится не такое длинное. Там, конечно, с бельем я разберусь, вы не обращайте внимания. И будет, скорее всего, вот так. И я еще решила все-таки его укоротить. Сейчас я вам покажу. Вот, смотрите, я его укорочу вот таким макаром. Где-то вот до такого, где-то чтобы было видно мои красивые ножки. Вот, сейчас я их так чик. Вот где-то до такого состояния я его укорочу. И я посчитала, где-то длина, вот где-то сантиметров 20 снизу. Я сделаю из этого такой ремешок, знаете, сплету прямо из этой ткани. Попробую. Может быть, у меня это получится. Вот, попробую. Все-таки, наверное, я его укорочу. Все-таки мы все про него обсуждаем. Дайте знать, как вы считаете, и как вам эта вот история вот с этим. Можно ли это носить? Хотя, вы знаете, вот это вот, оно поднимает этот ремешок, и ничего так. Очень даже и ничего. Мне нравится. Вот, мне нравится. Вот посмотрите, какая прелесть. Если вот я не закончила, теперь хочу закончить. Тема нашего видео была сегодня базовый гардероб. Именно закончим сейчас, обобщим. Подумайте над моими ошибками, что я сказала, что я сделала при составлении базового гардероба. Я думаю, что я в августе немножко освобожу свой шкаф и поношу что-то такое в отпуске больше всего. Ну, а потом буду решать, что я буду добавлять больше, чем кроме вот эти белые майки, которые я, в принципе, не ношу. Белые, так я даже и черные не носила, и черные, и серые не носила. Короче, у меня какая-то есть база такая с короткими рукавами, потому что очень жаркая была погода. В общем, надо еще тут пошуршать, но вещей тут 51, я сегодня посчитала. Если взять это платье, еще 2 вещи, по-моему, у меня в стирке, 53, что-то так, как бы вот оно варьируется между 50 и 55 у меня. И, в принципе, этого мне вот так хватает. Но проблема вот эта вот со второй частью шкафа, как я говорила, в которой тоже есть еще вещи, которые я не знаю, что делать. Дайте всем мне какие-нибудь советики, что с этим все-таки делать, когда составляешь базовый гардероб. Это была я. Всем пока.